Давайте по порядку. Значит, нам надо позвать. Извините, я с другой учетки сейчас перезайду. Давай. Привет. Так, Роберт с нами? Да, привет всем. Так, всем привет. И, как я сказал, у меня тут немножко обстановка поменялась. Я с этого рабочего места еще не работал, поэтому придется немножко настроить, но, возможно, это будет тоже интересно. Мне нужен голосовой ввод, и голосовой ввод – это у меня проект, который я запилил по-быстрому с помощью курсора. И вот можно попробовать его сейчас настроить. Как там делается? Это git-клон, кажется, да? Назвал его Wispix. Можете использовать, это публичный репозиторий для того, чтобы на Linux-системах можно было работать с голосовым вводом. Это Qt-приложение, которое запускает скрипт, которое, в свою очередь, слушает аудио, захватывает аудио при нажатии на правую клавишу Alt и транскрибирует с помощью Wispix через OpenAI API, через Whisper. Это чем ты пользовался, да, вот в предыдущие разы? Да. Это оно. Блин, как мелко и как плохо видно. Вообще жесть. Кто не знает, как... Ctrl+. Ctrl+. Ага. Незаданный вопрос. Так, теперь надо вспомнить, как это все работает. Курсор обновился. Давай сделаем. — 177 мегабайт. Ну вот, это не настроенное место, да. Здесь я еще не работал почти. А по ходу разработки у нас должна быть как раз сложная задача. Это где мы как раз и проверяем, насколько справится курсор с такой задачей из реальной жизни. Нам нужно сделать сразу много действий в одном эндпоинте и нигде не потерять важных аспектов. Так что будет хорошая проверка, на что он способен. Я смотрел запись, там, по-моему, уже подошли к этому, да, насколько я помню, к бизнес-логике, что нужно из списка разработчиков им делать учет времени, да, файлы. Все верно. Все верно. Так. Да, в одном экране прям тяжело. Как вообще люди живут? Надо вспомнить теперь, где этот репозиторий лежит. По-моему, где-то в Workshop. А как сделать, чтобы вот эта вот штука ушла и не мешала мне? Есть такое? А если я закрою? Я все еще здесь?
Да. Отлично. Как он назывался-то у нас? Сейчас скажу. Феб. Воркшоп. О. Так, вероятно, курсор уже обновился, да? Ага. И что-то ему не нравится. Давайте переживать. Пробовать заново. Развертывание курсора, конечно, запуск под Linux оставляет желать лучшего, мягко говоря. Там AppImage, который нужно запускать с определенными аргументами, иначе он не запускается. При обновлении часто пускачи эти ломаются. В общем, все для людей. Это у тебя Причем на форуме. другой дистрибутив, да, судя по кнопочке? Там в левом нижнем углу у тебя по-другому выглядел, да? Это другой даже, да? Linux? Не, это то же самое, к Ubuntu 24.04. Все как и на том десктопе. Так, теперь давайте вспомним. Кажется, что нужно сделать что-то вроде UV Sync. Не обязательно, но можно. Ага. И где-то у меня должны быть файлы. Вот этот Wispix Desktop, и его куда-то надо положить еще. Может, я даже записал куда? О, во. Вот эта директория мне интересна. Спасибо. Спасибо, друг. Такой удобный редактор, да? Когда сделали вот этот MD-редактор в VS Code, я стал больше плеваться, чем... В общем, доставляет проблем. Так. Значит, нам надо сделать Symlink из Wispix Desktop вот сюда. Правильно? Так, и теперь... и надо как-то заобновить. Надеюсь, у меня это записано. Как-то меню перестроить. Никто, наверное, не знает, да, команду? Чтобы он там появился. Ладно, давайте тогда запустим его через командную строку. Потом, может быть, uv run wispix GUI py. Что-то не пошло, да? Да, ребят, что-то я не уверен, что сегодня получится, просто потому что я ни черта тут не вижу. Я даже не знаю, как прокрутить. EVDev какой-то. Я не понял, о чем он. Setup Tools. Кажется, надо поставить will, да?
таких случаях. Не, все еще какая-то проблема остается. Ладно, давай спросим агента. О, что-то новое появилось. Gemini 2.5 Pro. Ну это типа у них временно они дали доступ, по-моему. Да? Это просто... Ну, он даже у него в названии expire, там что-то там 25-го. Нет. Не знаю. Давай попробуем. И, может, это экспериментал. Проанализируй ошибки в терминале. Так, и нам надо сослаться на терминал. Возможно. Видимо, я еще мало использовал для разработки этот ноутбук. Не было установлено. Это что-то вроде хедеров и тому подобной информации. Здесь я могу заблуждаться. В общем, то, что ты ставишь обычно один раз в системе и потом забываешь. Я, видимо, этот шаг не сделал сюда. Так, смотрим еще раз. Не. Python H. Это Python Dev. Угу. Там тоже надо поставить какой-то системный пакет. Я точно не помню, поэтому давайте спросим. Какой системный пакет нужно поставить для Python в Ubuntu 24.04? Python 3 Dev. Отлично. Леша, ты не используешь эту вот кнопочку «Применить» вот ту команду, которую АИ подготовил? Вот здесь, когда речь идет про что-то суда, нет, я как-то, не знаю, стесняюсь. Я не знаю, какие команды он потом еще захочет выполнить. Нет, просто это скорее психологическое что-то у меня в голове. Вопрос безопасности, да? Не, я думаю, что ничего бы страшного не произошло, но как-то вот по мне это перебор. То есть, когда что-то касается проекта, да, я жму. А когда он мне в систему говорит, давай я какой-нибудь пакет установлю, не знаю, у меня что-то какой-то барьер в голове еще. Может быть, он со временем уйдет. Так, это мы сейчас Python установили в систему. Ох, ты надолго, видимо, да? Да. Ладно.
Пока пойдем смотреть, что у нас с этим репозиторием, с основным репозиторием проекта. А еще, кстати, наверное, надо будет подтянуть и правила. Мгм. Так. Это репозиторий, в котором мы работаем. Что у нас здесь? Ага. OpenAI case not specified. На самом деле, вот он не так должен себя вести. По идее, он должен запуститься, а потом у меня должна появиться ввести возможность этот самый ключ. Но он решил по-другому. Давайте сделаем так. Я сейчас его установлю. Для этого отключу шаринг экрана, а потом мы запустимся. Ну вот. Так, все, не видно ничего? Не видно. Отлично. Как неудобно-то, а? Так, clear. Ага. Где ты, мышка? Так, я его хотел... Все-таки вроде получилось убить. Где у нас тут шаринг? Да, несмотря на клевую, конечно, обстановку, работать тут не самое лучшее окружение. Так, снова пошло. Итак, я забил этот ключ в переменное окружение. Теперь у меня приложение запускается. Появляется вот такая иконка в трее с некоторыми элементами управления. Я опять ничего не вижу. А вам вообще видно, да, что я шарю? Да, да. Да и, в принципе, читабельно. Вот, ну, Такое чувство, что что-то мне опять не запустилось, да? какую там аудиобиблиотеку не можешь найти. Проверка связи, я не знаю, сейчас получится записать или нет. Ну, как будто да, он не получилось что-то. Да, не распозналось. Sound devices. Ну вот. Я не помню такой ошибки. Так, это мы запускали отсюда, да? Может быть, тоже что-то надо установить, и тогда это быстро решится. Если нет, ну тогда придется прерваться. Что еще не так? Он хочет поставить порт аудио 19 def. Не помню, чтобы я такое ставил. Ну ладно. Там, ну ладно.
мы, это мы. О, О, сейчас выглядит так, как надо. Давай проверим. Мне кажется, приложение запустилось. Давай попробуем что-нибудь расшифровать. Неплохо. Ю. Так, давайте посмотрим настройки. Возможно, чего-то не хватает. Ой. Опять что-то не работает, да? Так, language. Я хочу ru. Наверное, вот это может быть. Здесь все хорошо. Ой, промпт у меня был гораздо лучше. Я его, наверное, нигде не сохранил, да? Ладно. This inscription primarily Russian. Вот это вот надо вырезать. Я, в общем, пришел к тому, что промпт должен быть коротким, без форматирования, именно для виспера. Тогда он работает лучше. Температура где-то 0,2. Да, 0,2 стоит. И вот здесь, по идее, ключ я должен был вводить. Ну ладно. Он не дает запуститься. Это я упустил. Так. А сейчас должно быть уже лучше. Насколько ты понял, что я говорю? эй-эй. Так, может, его перезапустить, наши настройки применились? По идее, нет, но вот сейчас я его перезапускаю, да. Я делал, чтобы не нужно было. А что сейчас в настройках? А, он файл что-то не проигрывает. Видимо, в этом проблема. А как у тебя раньше было с одного микрофона и стрим, и Да-да. Угу. распознавание? Угу. Ох. Хочу посмотреть, файл подписался. Да, файл есть. Нет, тут не надо, тут надо. Так. Зачем мне сканировать музыку? А, это она была, да? Турецкий проигрыватель. Такое чувство, что он не записался просто. Да, его не слышно. Так, ладно, голосовой вот сломался. Файл есть, но на нем ничего не слышно. Как будто что-то с микрофоном. А там не выбирается источник-то звука. А то он может Выбирается. откуда-то ловит из другого места тишину. В прошлый раз с этим была проблема. Какое устройство вам больше нравится? Так, ну, по крайней мере, кнопки, скорее всего, работают просто. Там тихо.
Еще одна проверка связи. Я думаю, что это галлюцинация. Хороший результат. Ну, Виспер вообще он любит, да, галлюцинировать, когда вот что-то идет не так. Молчаливые записи, все такое. Не, пусто. Он пишет, что audio open error device resource is busy. Там, в логе. Давай спросим. Я думаю, что это последнее, что мы сегодня сделаем. Если не получится, я думаю, просто не получится. Мне здесь и печатать сложно, и видеть тяжело, если у меня еще голосового ввода не будет. Придется отложить. Хотел набрать. Не получается, да. Посмотри ошибки в терминале. Записи аудио нет. Чего? Он UV называется, да? Или Баш? UV, вроде в UV он сейчас. Не, Он- в Баше, он в Баше. Возле Вижу, плюса. Баш. Возле плюса, видишь, этот, Да? Ну ладно. где терминал, у тебя выбран терминал UV. Вот сейчас вот мы лог видим в терминале UV. Вроде как. Вот это вот, да? Ну ладно. Ага. Давай, только не надо мне что-нибудь менять. Ладно, ребята, давайте сегодня, правда, отменим. Я сделал вывод, что надо либо ноутбук настроить, либо вот не надо вот этого делать, не надо ничего менять. У меня все работает, и я не хочу сейчас модифицировать код проекта. Если кому-то интересно, то поставьте вот этот репозиторий, попробуйте у себя настроить, у кого есть Linux. То, что нужно сделать, это дать свой ключ на OpenAI API. Жрет он где-то за месяц интенсивного использования, а я интенсивно использую, меньше $10. Вот, поэтому там на токенах не разоритесь, если только для своего использования, а не для использования массами, то вполне работоспособно. Вот. И мне бы здорово помог бы этот фидбэк, потому что вот я у себя установил, настроил, все работает, а видите, да, на новом устройстве что-то пошло не так. То есть, если поможете откатать, было бы здорово. Давайте тогда сегодня все. Спасибо, что присоединились. К сожалению, Ладно. не очень пошло. На следующей неделе продолжим. Вот, если будут вопросы Птички красиво пели. Да, у меня прикольно. Но видишь, к сожалению, это означает, что я теперь не могу выезжать до... Это все не рабочая обстановка, это обстановка отдыха. Надо отдыхать. Наверное. Я очень, видишь, пока что еще не было ни одной субботы, чтобы я пропустил воркшоп. И очень не хочется, да, делать такой прецедент. Поэтому будем считать, что мы сегодня все-таки собрались, и у нас не получилось. Вот, в следующую субботу соберемся обязательно. Ладно, ребята, всем спасибо. На связи тогда. Пока. Ага, пока.